Не так давно на своем канале я разместил видео на тему изготовления часов. Один из пользователей попросил сделать ролик о том, как я создаю управляющую программу для обработки данного изделия на станке с ЧПУ. Сегодня я постараюсь максимально просто рассказать и показать, как я сам создаю управляющую программу для станка с ЧПУ в ArtCam. Для этого мы должны открыть ArtCam и в нем уже сделать новую модель, создать новую модель. Но эта модель должна соответствовать размерам нашей заготовки, из которой в дальнейшем мы и будем делать свои часы или какие-то другие изделия. У меня заготовка с размерами 450 на 450 миллиметров, поэтому я выставляю высоту и ширину и нажимаем «Далее». Мы создали нашу модель. Теперь мы должны в эту модель загрузить уже 3D модель. Открываем рельефы, импорт 3D модели, находим, где это наша модель, выбираем ее и открываем. Сейчас эта модель у нас загружается. Модель загрузилась. Теперь мы открываем 3D вид. Выставляем, как нам удобно смотреть, и видим, что размеры данной модели превышают размеры нашей заготовки. Поэтому сейчас мы должны подкорректировать размеры модели, чтобы они соответствовали размерам нашей заготовки. Поехали. Что же нам для этого нужно? Сначала давайте с вами размеры сделаем по X и по Y. Выбираем любую, скажем так, ось и выставляем. Так как у нас заготовка 450 на 450, я делаю 438. Почему, скажу позже. 438. Как вы видите, мы забили только вот по X и по Y у нас автоматически. Тут привязка идет масштаба, поэтому сразу все размеры идут по масштабу. Нажимаем «Применить», выставляем по центру. Все, мы отцентровали, сделали по размеру. Теперь мы должны проверить размеры по оси Z. По оси Z это будет соответствовать толщине нашей заготовки. Вот у меня заготовка 30 миллиметров. Поэтому я должен сейчас выставить по Z размеры, которые будут соответствовать моим размерам, то есть 30 миллиметрам. Обратите внимание на то, если мы сейчас начнем забивать здесь 30 миллиметров, да, у нас изменятся и размеры по X и по Y. Так как я уже говорил, здесь вот стоят вот эти вот галочки, это связь. То есть все три оси сейчас связаны. Чтобы этого не произошло, мы должны снять связь с Z. Сняли. И делаем там 30 миллиметров. Применить. Видим, что по Z у нас 30 миллиметров, а по X и по Y размеры остались те, которые мы выставляли. Делаем связь. И выставляем по центру. Все. Теперь наша модель, 3D модель, подогнана по всем размерам к нашей модели. И нас все это устраивает. Теперь нам остается только 3D модель уже вставить в нашу модель. Все проверили, да, по центру. Все размеры соответствуют и нажимаем кнопку «Вставить». Сейчас происходит загрузка модели. Все. Нажимаем «Закрыть» и начнем делать управляющую программу. Итак, для того, чтобы создать управляющую программу, я обычно делаю дополнительные границы, по которым и будет потом проходить процесс обработки. Как же можно сделать эти границы? Для начала переходим в 2D вид, растровый слой. И здесь нажимаем клавишу «Просмотр» или «Включение-выключение просмотр рельефа». Вот у нас появился наш рельеф.
Если он вам сильно режет глаза, вот этим ползунком можно убрать контрастность, либо в ноль, ну, главное, чтобы было видно чуть-чуть. Так, сделали. Далее переходим во вкладку «Помощник». Если вы вот стоите во вкладке «Траектории», переходим в вкладку «Помощник». Здесь находим команду «Создать границу вокруг рельефа». Вот эта команда. Нажимаем. У нас появляется окно создания векторной границы. Вот здесь я ничего не меняю, вот как выбран комбинированный рельеф и так далее, да, и просто нажимаем «Создать границу». Вот, ArtCam создал границу вокруг нашего рельефа. Ну, здесь можно закрыть. Вот мы видим нашу границу. Дальше. Что же я делаю дальше? Дальше нам нужно найти, есть такая команда, сместить векторы. Нажимаем, и открывается окно смещения векторов. Для чего это нужно? То есть это у нас векторная граница самого рельефа. Дальше мы уже будем создавать вектора для обработки, для черновой обработки и для чистовой обработки. Ну, я так делаю. Итак, делаем, ну, здесь вот наружу справа, в окно величина смещения я ставлю 6 миллиметров. Больше здесь я ничего не меняю. Вот, и нажимаем смещение. Почему 6 миллиметров? Данная цифра соответствует диаметру фрезы, который в дальнейшем будем делать черновую обработку всего нашего рельефа. Это понятно, да? Так, нажимаем смещение. У нас вот программа вычислила и сделала нам еще один вектор уже со смещением в 6 миллиметров. Далее я делаю еще один вектор, но для обработки уже чистовой фрезой. И делаю я его, смотрите, каким образом. Если здесь вот мы делали смещение в 6 миллиметров, да, то следующий рельеф я делаю, ну, посередине от первоначального, не рельеф, а границу, между первой границей и между границей, которую мы сделали для обработки черновой. Как это делается? Тут нужно обратить внимание, какой вектор выбран. Вот сейчас у нас красным горит вектор, который, ну, второй. Есть еще вот он один вектор, да? Ну, в зависимости, какой вектор выбран, мы должны сделать вот либо наружу справа, либо вовнутрь слева. Если у нас выбран самый первый вектор, да, то значит нам нужно сделать вот, ну, наружу на 3 миллиметра. Если бы у нас был выбран вот этот вектор, который второй, здесь вот в окне нужно тогда сделать внутрь, да, ну, на 3 миллиметра. Ну, давайте вот от второго спляшем. Ставим в величину смещения 3 миллиметра. Вот. И нажимаем смещение. Все. Вот этот вектор у нас будет служить уже для создания управляющей программы, для обработки чистовой, уже на чисто. Все, если с этим понятно, переходим к процессу создания управляющих программ. Открываем вкладку «Траектории» и находим в этой вкладке 3D траектории. Работать будем с ними. Выбираем команду «Создать траекторию черновой по Z». Так, прежде чем создавать саму программу, нужно обратить внимание, какой вектор у нас сейчас выбран. Да, вы помните, мы создавали 3 вектора. Ну, первый вектор, он не так важен. Второй вектор от рельефа – это вектор обработки
по чистовой фрезой, и самый крайний вектор это как раз вектор, который мы создавали для обработки рельефа черновой обработки. Вот он сейчас выбран, он у нас правильно. То есть и область обработки, то есть это выбранный вектор. Выбрали. Далее переходим к черновому инструменту. Как я уже говорил, я буду использовать фрезу 6 мм. Диаметр 6 мм. Ну, далее здесь все идут настройки данной фрезы, частота вращения, рабочая подача, подача врезания и так далее. Если кому интересно, у меня есть отдельное видео по настройке и как я эти фрезы вношу в ArtCam. Вот, ссылку оставлю в описании, кому интересно, посмотрите. Вот, выбрали 6 мм, выбираем ее, да. Далее я всегда выбираю наклонное врезание. Для чего это нужно? Ну, так как вы знаете, станок у меня фанерный, это снижает как бы нагрузку на сам станок. То есть фреза идет не напрямую вертикально, а идет заглубление, идет наклонное под определенным углом. Так, наклонное врезание выбрали. Материал. Нажимаем определить. У нас материал 30 мм. 0 по заготовке у меня вверху всегда. Выбрали. Так, материал определили. Далее плоскость безопасности. Ну, я всегда ставлю 5 мм. То есть на высоту 5 мм, когда идет передвижение, ось Z поднимается на 5 мм. В принципе, этого достаточно. Стратегия обработки будет растр. Угла я никакого не задаю. Ну и задаем имя. Ну, например, давайте напишем имя черновая. Черновая 6 миллиметров. Ну и что? Делаем вычисление данной программы. Ну, в зависимости от компьютера, естественно, время вычисления будет различное. Какие-то программы быстро вычисляются, какие-то медленнее. Ну, я не буду тратить ваше время. Сейчас отключу запись. После того, как пройдет обработка, мы продолжим. Вот вычисление прошло, и бывает выскакивает вот такое вот предупреждение, что несколько вырезаний не могут быть выполнены, хотите ли выполнить эту траекторию. Ну, нажимаем «Да». С моей точки зрения это ничего страшного. Вычисление у нас прошло. Здесь закрываем. Если мы посмотрим, вот у нас вверху видим наша программа черновая 6 мм. Ну, теперь переходим к созданию программы для чистовой обработки. Выбираем 3D траектории и такую команду создать траекторию обработки рельефа. Нажимаем. Видим, что здесь изначально стоит рельеф целиком, но нам это не нужно. Если вот оставим рельеф целиком, фреза будет ходить полностью вот по всей площади нашей заготовки. Здесь мы будем и время терять, тем более у нас изделие само круглое, и зачем нам обрабатывать все вот эти вот лишние места. Поэтому мы делали вот эти вот границы. Выбираем тот вектор, который мы создавали для обработки чистовой фрезой, и выбираем здесь выбранные векторы. Здесь она у нас спрашивает, внутренний вектор или наружный вектор. Естественно, мы выбираем какой. То есть вот мы выбрали границу, и нам нужно обрабатывать всю внутреннюю часть, поэтому выбираем внутренний вектор. Далее выбираем саму фрезу. Так как у нас изделие такое довольно-таки крупное, 438 на 438, мельчить с фрезами не будем, и я выберу, да и в принципе я обрабатывал, когда делал это фрезой с диаметром скругления 1 мм.
Сама фреза диаметр 6, рабочая часть у нее 30, ну, почти 31 миллиметр. Также выбираем эту фрезу. Стратегия обработки также у нас будет растер, также без угла. То есть по прямой будет у нас ходить не под 45, а по прямой. Так, далее, что черновую мы здесь не трогаем. Ну вот подвод-отвод. Здесь я не знаю, кому как... Ну, кто как привык, не знаю. Я всегда ставлю, так как снижает и нагрузку на саму фрезу, и на станок. Хуже не будет. Здесь просто будет теряться чуть-чуть времени, пока вот этот будет подвод плавный такой этой фрезы. Но для меня важнее не время, а, скажем так, чтобы станок работал в щадящем режиме, скажем так. Ну, дальше здесь осталась у нас безопасная высота, как мы видим, там уже 5 миллиметров стоит. Вот, и материал толщиной там, в 30 миллиметров. Так что здесь у нас все. Вверх, 0 наверху. Вот. Ну, все как бы нормально. Ну, если так, вот можете открыть, посмотреть, еще раз проверить. Положение модели в заготовке. 0 по заготовке наверху. Окей. Ну и также называем, я обычно пишу чистовая. Вот. Ну, там, как хотите чистовая, можете написать там диаметр фрезы и так далее. Ну и делаем вычисление данной программы. Также здесь затрачиваться время будет разное в зависимости от мощности компьютера. Тем более у нас модель такая серьезная. Вот, так что... Как вы видите, происходит обработка. Ну и все. Компьютер обработал. Это окно можно закрыть. Все, вверху у нас вот черновая наша и чистовая. Еще очень полезная функция в ArtCam — это так называемая имитация. Имитация этих траекторий, которые мы только что сделали. Ну вот давайте мы, наверное, сделаем имитацию двух этих траекторий и посмотрим, что у нас будет получаться. Скорее всего, она займет очень большое время. Ну, попробуем сделать его в ускоренном режиме. Давайте сделаем. Нажимаем имитировать все траектории. Ну, я сделаю, чтобы не очень долго. Снижу разрешающую способность. Поставлю на низко. И начинаем имитацию этих траекторий. Вот сейчас мы видим, как у нас идет процесс черновой обработки. То есть сколько слоев и как будут они сниматься, эти слои наши. Вот и уже пошел процесс чистовой обработки. Видите? Вот. Фреза будет ходить вправо-влево и снимать потихоньку. Для чего все-таки вот нужна черновая обработка? Она дает потом возможность на чистовой обработке работать на максимально допустимой скорости, и это не будет как бы сильно влиять и нагружать станок. Если делать, как я раньше делал, сразу на чисто, то там на моем станке максимальная вот скорость, которую можно задать после черновой, не получится. Да, это потеря времени, но, скажем так, на работу самого станка влияет намного лучше, нежели делать сразу напрямую без черновой, сразу делать чистовую обработку. Ну вот, что у нас получится после того,
как мы произведем с вами обработку. Я здесь не стал показывать, еще можно сделать программу по обрезке, вот, пройти фрезой. У меня просто, к сожалению, нету фрезы такой вот по такой длины, ну поэтому не стал зарубаться. Вот, кому нужно, вы видели на видео, я обрезал лобзиком, обрезал, и потом уже края на фрезере обкатной фрезой проходил, сглаживал. Ну, у кого есть возможность, можно сделать вот эту вот программу по обрезке и уменьшить там, скажем так, действие ручного труда. Ну, что я могу сказать? Теперь сохраняем все две программы. Я думаю, это не составит ни для кого труда. Ну или давайте уж начали, давайте до конца. Переходим. Вот здесь вверху есть такая команда «Сохранить траекторию». Нажимаем. Вот у нас окно сохранения траектории, да? Выбираем. Ну, давайте сохраним сначала черновую, чистовую. Я обычно тут выбираю в эту сторону. Выбираем черновую 6 миллиметров. Выбираем, куда будем сохранять. Давайте, я не знаю, просто выберу рабочий стол. Название черновая часы. Вот, и делаем сохранение. Так, это сохранили. Переносим чистовую в это, переносим в правую сторону. Вот также здесь пишем теперь чистовая часы. И также делаем сохранение. Все. Данные у нас сохранены. Вот они, одна и вторая. Ну и далее, естественно, уже переходим, скачиваем их и переходим к станку на обработку данного изделия. Ну, у меня на этом все. Кому понравилось видео и было полезное, ставим лайки, за что я буду очень благодарен. Подписываемся на мой канал, пишите в комментариях. Всем постараюсь ответить на какие-то ваши вопросы. Всем большое спасибо за внимание. У меня на этом все. И всем пока. До новых встреч.